Боитесь ли вы зеркал, старинных фотографий, а может, в вас вселяет страх картины? Знаете ли вы, что портреты могут высасывать из живых души, а что потусторонние силы на полотнах оживают по ночам? Художник, вложивший в картину много эмоций и сил, говорят, наделяет ее определенной энергией, и такая картина обязательно окажется проклятой. Вы когда-либо замечали, что персонажи на картинах следят за вами, куда бы вы ни отходили? Обязательно это проверьте. Всем привет! Вы на канале Мистика. Огромное множество картин овеяны легендами и мифами. Считается, что многие картины мистически влияют на людей. И сегодня я хочу рассказать вам о некоторых из них. Картина «Утро стрелецкой казни» Сурикова стала причиной долгой тяжелой болезни дочери Павла Третьякова. Образ Владимирской Божьей Матери помог защитить столицу от врага. Позитивное воздействие полотен Левитана и Николая Рериха можно даже измерить приборами. Существует суеверие, что написание портрета может привести к несчастью саму модель, позировавшую художнику. В истории русской живописи есть несколько очень известных картин, о которых ходят мистические истории. Наверное, самой жуткой и легендарной картиной считается Иван Грозный и сын его Иван, которая больше известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Невероятно реалистично написал художник сцену убийства. На холсте слишком много крови, хотя до сих пор неизвестно, убивал ли Грозный своего сына, или эту легенду распространил ватиканский посланник Антонио Пассивина. Загадочное и мистическое полотно принадлежит кисти Ильи Репина. У Ильи Репина была репутация рокового живописца. Многие из тех, чьи портреты он рисовал, скоропостижно отходили в мир иной. Например, Мусогорский, Писемский, Пирогов, итальянский актер Мерси де Аржанто и Федор Тютчев. Картина производит гнетущее впечатление на посетителей. Легендам и мифам тут полное раздолье. Как только картину выставили на всеобщее обозрение, посетители начали вести себя неадекватно, рыдали, впадали в ступор. Иконописец Абрам Балашов, подойдя к холсту, порезал его ножом. После он был отправлен в лечебницу для душевнобольных, где и скончался. Полотно удалось отреставрировать, практически переписав его заново. Художник Мясоедов, с которого Репин писал образ царя, позже чуть было не убил в приступе ярости своего сына Ивана. А литератор Всеволод Гаршин, он был натурщиком для царевича Ивана, вскоре сошел с ума и покончил с собой, сбросившись с лестницы. Узнав о том, что картина испорчена, кинулся под поиск хранитель Третьяковки Хруслов. Прежде чем браться за работу над картиной об Иване Грозном, живописец долго раздумывал, как будто предчувствовал конечный результат и что эта работа повлечет за собой трагедии. В истории живописи очень много примеров, когда за той или иной картиной тянется шлейф дурной славы. Графиня Мария Лопухина, дочь отставного генерала Ивана Толстого, стала натурщицей художника Владимира Боровиковского в 18 лет. Портрет заказал художнику ее муж, егермейстер при дворе Павла I Степан Аврамович Лопухин. Она была очень красива, здорова и полна сил. Но спустя 5 лет, когда работа над портретом была завершена, молодая девушка скончалась от чахотки. Ходили слухи, что стоит любой девушке только взглянуть на картину, и ее ждет скорая смерть. Жертвами портрета стали не меньше десятка девушек на выданье. Говорили, что в портрете живет дух Лопухиной, который забирает к себе души молодых девиц. Так родилась городская легенда, что на портрет нельзя долго смотреть, постигнет печальная участь натурщицы. Считалось, якобы отец Марии, известный мистик и магистр масонской ложи Иван Толстой, заключил дух дочери в портрет, и призрак может расстроить будущий брак молодых. Через 80 лет портрет Марии Ивановны Лопухиной приобрел Павел Третьяков. Привез он сей шедевр в галерею и стал подыскивать ему подходящее место. Решил расположить рядом с портретом князя Куракина. Оба портрета написал один художник, и Третьяков решил повесить картины рядом. Утром, придя в галерею, увидел, что портрет Куракина лежит на полу,
Даже рама развалилась. Удивился Третьяков произошедшему и решил провести расследование. И оказалось, что при жизни Мария не переносила стареющего князя, имевшего прескверную привычку волочиться за женщинами. Пришлось портрет князя Куракина повесить подальше от красавицы с характером. «Незнакомка» или «Неизвестная» Крамского является одной из самых таинственных картин. Считалось, что на портрете изображена аристократка, но, судя по броскому одеянию, бархатное пальто, шляпка-беретка, яркие брови, помада на губах и румянец на щеках выдавали в этой женщине даму не из высшего общества. Хотя она и не была похожа на обитательниц публичного дома, но могла быть содержанкой богатого аристократа. Автор картины так и не дал какой-либо информации, существовала ли его героиня в реальности. Даму с картины никто никогда не встречал. Незнакомка очень быстро обросла дурной славой. Вскоре стали происходить странности. От первого владельца картины ушла жена, у второго случился пожар и сгорел дом, третий стал банкротом. Все, что случалось с владельцами, приписывали картине. Сам Крамской не смог избежать проклятия. Через год после завершения портрета друг за другом скончались два его сына. Все несчастья, как полагали, происходили по вине роковой картины. Картина «Тройка» Василия Перова. Художник долго не мог найти натурщика для мальчика в центре. Случайно познакомился с одной женщиной, которая ехала в церковь со своим сыном Васей, 12 лет. Ему удалось уговорить женщину дать Василию попозировать для его картины. Спустя год после написания картины Вася умер. Его мать хотела выкупить картину, но полотно уже находилось в Третьяковской галерее. Увидев картину в Третьяковке, она упала на колени и стала молиться. Василий Перов жалился и написал для женщины портрет ее сына. Следующая картина «Демон поверженный» Михаила Врубеля. В судьбе художника не меньше трагического и мистического, чем в его демонических картинах. Сын Врубеля, Сава, родившийся с заячьей губой, в 1901 году скоропостижно скончался вскоре после того, как художник закончил его портрет. На тот момент Саве было 2 годика. Смерть сына стала ударом для Врубеля, поэтому он сконцентрировался на своей последней картине «Демон поверженный». У художника была страшная судьба, несчастная любовь, которая оставила шрамы не только в его душе, но и на его теле. Смерть единственного сына, сифилис, сумасшествие, слепота и вскоре смерть. Знаменитый художник Крамской задумал свое полотно «Русалки» по мотивам гоголевской «Майской ночи». Картина производила жуткое впечатление. По ночам при свете луны русалки выходили на берег Колдовского озера. Легенда гласит, что на первой выставке, проходившей в 1871 году, русалки были размещены рядом с пейзажем Саврасова «Грачи прилетели». Первую же ночь картина «Грачи» упала со стены. Позднее и среди посетителей пошла молва, что с полотном происходит что-то неладное. Позже обе картины купил Третьяков. Картина «Грачи прилетели» поселилась в кабинете, а картина «Русалки» была размещена в зале. Прислуга и домочадцы Третьякова начали жаловаться на заунывное пение, доносящееся по ночам из залы, и боялись туда заходить. Стали говорить, что, находясь рядом с картиной, люди испытывают слабость и недомогание. Даже сам Третьяков, находясь рядом с картиной, почему-то ощущал упадок сил. Мистика продолжалась, но по совету старой няньки Третьяков решил убрать русалок со света в дальний конец зала, и странности прекратились. Когда художник Иван Айвазовский узнал о смерти императора Александра III, которого знал лично, он был настолько потрясен, что написал свое самое мистическое полотно «На смерть Александра III». По его задумке, картина должна была олицетворять торжество жизни над смертью. Однако полотно, наоборот, получилось слишком траурным и мрачным. Настолько мрачным, что пугало самого Айвазовского. Считается, что картина приносит несчастье всем, кто на нее посмотрит. Она разбита на фрагменты, изображен крест, Петропавловская крепость и фигура женщины в черном. Если долго смотреть на полотно, то в тумане можно разглядеть образы призраков. Сквозь мрачные очертания Петропавловской крепости и набережной Невы
проступают воды реки мертвых Стикс. В ней есть очень странный эффект. Под определенным углом женская фигура превращается в смеющегося мужчину с усами. Одним он напоминает Пахома Андреюшкина, который покушался на Александра III, другим – последнего российского императора Николая II. Картину долгое время прятали от публики, по желанию самого Айвазовского. Лишь спустя 100 лет картина увидела свет. Она производит настолько гнетущее впечатление, что сейчас картина находится в отдельном зале Феодосийской галереи. В помещении с одной картиной никогда не включают электрический свет. Атмосфера таинственности только усиливает впечатление от картины. Благодарю подписчиков и гостей канала за просмотр. Если вам было интересно, ставьте лайк и пишите комментарии. Буду благодарна. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. Всем желаю добра. Пока.